Вот такой вот микрофон на большой железной подставке с клавишей производился и продавался на протяжении аж целых 68 лет подряд. И все это время он был очень популярный среди американских радиолюбителей. И даже сейчас до сих пор им многие пользуются. То есть можно сказать, что это культовый американский радиолюбительский микрофон. Микрофон легенды. Я вам хочу рассказать о нем в своем видео. Называется микрофон D104, но D это не потому, что динамический, он не динамический. Производила эти микрофоны американская компания Astatic. Первый вариант такого микрофона появился в продаже аж в 1933 году, но он немного отличался внешне вот от этого микрофона. А к концу 30-х годов микрофоны D104 стали иметь уже вот такой вот внешний вид. Радиолюбительство в Америке и в России до развала Союза, то есть в СССР, очень сильно отличалось. Если в Союзе радиолюбитель в первую очередь всегда был радиолюбитель-конструктор, и только потом уже радиолюбитель-спортсмен или любитель пообщаться в эфире, просто проводить радиосвязи, то в Америке хобби радиолюбительства в большой степени было таким, что люди покупали себе готовые вещи, приемники, передатчики, радиостанции, антенны, микрофоны, динамики, источники питания, что-то еще, какие-то аксессуары. И выбирали, как это между собой объединить, скомбинировать. Да, конечно, были радиолюбители, которые все это дорабатывали, были, которые разрабатывали полностью все свое, но много было и людей, которые покупали готовые вещи. Америка – страна бизнеса, и поэтому, как только появился спрос на радиолюбительскую аппаратуру, так сразу же появились фирмы, которые захотели на этом заработать денег и продавать эту самую радиолюбительскую аппаратуру. И вот одна из таких радиолюбительских вещей в то время была, это микрофон D104. Сначала эти микрофоны внешне имели такую же форму, но были металлического цвета. А потом появились разные варианты. Вот такой вот черный, который называется Night Eagle. Был такой микрофон серебристого цвета, назывался, соответственно, Silver Eagle. И был золотистого еще цвета, вот такого вот, как решеточка у этого микрофона. В общем, были разные варианты, но сначала они были все металлического цвета. Сам преобразователь, основной элемент, который преобразует акустические колебания в электрические, в этом микрофоне не динамический, а пьезо или пьезокристаллический. Этот преобразователь имеет два вывода для подключения к нему и очень высокое выходное сопротивление. Чем-то по своей работе он напоминает пьезопреобразователь в проигрывателях виниловых пластинок. В те давние времена, 30-е, 40-е, 50-е годы, вся аппаратура была ламповая. И этот пьезоэлемент с высоким выходным сопротивлением подключался непосредственно к управляющей сетке какой-то лампы передатчика. А потом в 60-х годах в конструкции микрофона, вот здесь вот в основании, появился транзисторный полупроводниковый двухкаскадный усилитель, который имел уже гораздо более низкое выходное сопротивление. Этот микрофон в свое время был очень популярный из-за качества звука, из-за удобства его использования, ну и, конечно же, из-за внешнего вида. Предназначен он для ведения радиосвязи, то есть для подключения к радиопередатчикам и радиостанциям. Поэтому на нем есть кнопка переключения передач. Она выглядит в виде вот такой вот большой клавиши, которая дублируется еще и клавишей на стойке на самой. То есть эти две клавиши, они, можно сказать, запараллелены. Фактически они механически объединены, механически запараллелены. То есть нажимая эту клавишу или эту, нажимается одна и та же контактная группа внутри микрофона. Микрофон этот настольный. И говорить в него нужно с большого расстояния, то есть он имеет очень высокую чувствительность, предназначен для того, чтобы он стоял на столе, можно было рукой нажать вот эту вот кнопочку и говорить с большого расстояния в этот микрофон. Его не нужно вот так вот хватать и громко в него кричать. Хотя, в принципе, сделать это ничего не мешает, так как на ручке есть очень удобная клавиша, можно, взяв ее, поднести микрофон поближе к рту. Также на этой ручке есть металлический фиксатор, который можно поднять кверху, и он будет держать эту клавишу нажатой, если вы хотите очень долго что-то рассказывать. 5, 10, 20 минут находятся и такие радиолюбители, которые выдают 20-минутные монологи. Для них специально есть вот такой вот фиксатор кнопки передачи. Вот эта версия микрофона, выпущенная уже, конечно же, после 60-х годов. В основании ее есть печатная плата, очень простая, с двумя транзисторами, с двухкаскадным транзисторным усилителем микрофоном, который питается от 9-вольтовой батарейки, которую мы привыкли в России называть батарея Крона. Послушаю сигнал с этого микрофона на удаленно расположенный ВПСДР приемник на 40-метровом диапазоне. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка работы микрофона D104. Прием.
И еще разок нажав на нижнюю клавишу. 1, 2, 3, раз, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона D104, прием. У переключателя прием передачи есть отдельная контактная группа, которая подключает питание этой батарейки к усилителю только тогда, когда мы нажимаем кнопку передачи. Поэтому выключателя питания отдельного нет. Когда микрофон стоит на столе и на нем не нажата кнопка передачи, батарейка не подключена и никак не расходуется. На выходе транзисторного усилителя есть подстроечный резистор, то есть потенциометр, с помощью которого можно регулировать уровень выходного сигнала. Доступ к этому резистору осуществляется через отверстие в основании, в нижней части микрофона. Сам акустический преобразователь, вернее преобразователь из акустических колебаний в электрические, съемный, сменный, он подсоединяется с помощью трехконтактного разъема, из которых используется для подключения самого элемента только два контакта, естественно. Третий – это просто заземление, это просто корпус. Компания Astatic продавала эти элементы в сборе в виде вот таких вот сменных модулей, а также в виде отдельных частей для них, например, самого пьезоэлемента. Все это можно было приобрести отдельно и заменить в микрофоне, если он у вас вышел из строя. Сейчас в наше время в интернет можно встретить много описаний у различных радиолюбителей, как они нашли такой старый неисправный микрофон, установили в него маленький дешевый электретный капсюль, какой-то современный на SMD компонентах микрофонный усилитель в основании его и сделали себе внешний вот такой вот микрофон. Конечно, это все к микрофону D104 уже не имеет никакого отношения. Сам же D104 имеет именно пьезопреобразователь, на который питание никакое не подается, то есть он пассивный преобразователь, и он имеет два вывода, которые подключаются уже к высокоомному входу микрофонного усилителя. Здесь Роман 3, Елена, центр киловатт. Приглашает Роман 3, Елена, центр киловатт, прием. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис. Последний Борис, еще раз. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, Эра 3, Таня, Люба, Боря, прием. Принято, Алексей, принято, дорогой. День добрый. 5-9 с небольшим плюсом. Алексей, Ливный, прием. Алексей, принято, спасибо, тоже 5-9 с плюсами. Как у меня модуляция там не очень, чувствительность микрофона высокая, прием. По микрофону ты спрашиваешь, да? Да, не слишком чувствительность микрофонная большая, прием. Сереж, когда я тебе как скажу, я большой степени как бы, тут с вами как бы идут сопровождения, тут немножко разовые разряды. Вот, ну хотя ты их перекрываешь, но все равно не сопровождает. И я не вижу такой, чтобы там что-то у тебя еще прослушивалось, прием. Все, понял, спасибо, тогда вопросов нет. Просто микрофончик тут проверяю, поэтому спрашиваю. Спасибо, все, вопросов нет, пока 7-3. Да. А так, по ситуациям отличный такой яркий, хороший микрофон, так что по микрофону здорово звучит, такой приятный на слух, так что все здорово. Давайте, Оскар, всего доброго, пока. Спасибо, пока. Здесь Роман 3, Елена... Чаще всего при проведении радиосвязи я привык пользоваться микрофонами в виде тангенты, которую держишь в руке и вот так вот в нее говоришь. Конечно, в полях или в автомобиле это вообще единственный вариант, но где-то в стационарных условиях, дома или на даче, или где-то еще очень удобно пользоваться и настольным микрофоном. И вот такой вот раритетный микрофон прошлых лет, по-моему, это очень интересный вариант. Производился в разных вариантах 68 лет, с 1933 года по 2001 год, огромный период времени. Можно сказать, микрофон-легенда, микрофон, задавший целый вид настольных микрофонов. При этом это не динамический микрофон, а микрофон с пьезоэлектрическим преобразователем. С появлением гражданского диапазона 27 МГц такой микрофон стал популярен не только среди радиолюбителей, но и среди американских сибишников. А на этом мой рассказ про настольный микрофон Astatic D104 закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Занимайтесь радиосвязью, радиолюбительством, изучайте радиодело, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.